Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Мне вот достались вот такие вот обрезки, видимо, от штор. И так как они не очень нарядные, то я решила вот так вот их расшить, сделать как бы имитацию аппликации. По контуру всего рисунка сделать разноцветными нитками вышивку. Это вышивка несложная совсем. Я шью вот такого плана. Нитки вязальные у меня тонкие. Просто обычным стебельчатым стежком. Некоторые мои зрительницы писали в комментариях, что вот я ни разу не художница и не знаю, как вышивать, это надо фантазию. Ну вот здесь не надо фантазию, здесь уже нарисовано все. Надо просто по контуру обводить совершенно простейшими стежками. И я вот этот стежок показываю стебельчатый, как его делать. Совершенно несложно. Нужно только время и телевизор включенный, чтобы можно было, ну, не скучно было. После того, как контур вышила, я вот делаю такой вот обычным совершенно стежком строчку, как будто это у меня тут простегано или прошито. И просто мне показалось, что так будет выглядеть симпатичнее, как будто это аппликация. Вот такой в результате вид получился. И я потихоньку так вот все мои рисуночки обрисовываю нитками. В результате посмотрите, что получилось у меня. Вот такая имитация аппликации. Вот так вот, когда смотришь издалека, даже и непонятно, что к чему, что это такое. А, кстати, я видела в интернете, люди покупают специально трафареты и красками для текстиля рисуют какие-нибудь листочки, цветочки. И потом вот по контуру также обводят вот таким вот для сметывания стежком обычным. И получается очень симпатично, как будто это аппликация. Мне все это не понадобилось, у меня оказалась ткань с подходящим рисунком, так что вышивала в свое удовольствие. Вот посмотрите, было так вот скучновато, а стало прям так весело. Цветное, все красивое, гораздо интереснее получилось. А дальше я нарезала полосок шириной 5 сантиметров и буду их сшивать между собой. Здесь у меня вот даже не хватило по длине, я надставила. Я шью прямой строчкой. Натяжение верхней нитки я поставила на 5. Длина стежка 4 у меня, она максимальная. И вот на максимальной длине стежка шью. В начале и конце каждой строчки делаю закрепочки. Дорогие друзья, если вам интересно, то ставьте лайк, пишите комментарии. И те, кто смотрит в YouTube, пожалуйста, нажмите колокольчик справа от кнопки подписаться. В этом случае вам будут приходить уведомления о моих новых видео, и вы не пропустите ничего нового и интересного. Я сшила между собой все полоски, и посмотрите, я их расположила как радуга у меня, вот в том порядке, как цвета в радуге расположены. И у меня получились они немножко длиннее, чем вот моя заготовочка, вот это вот. И я обрезала, у меня получилось 3 сантиметра лишних, и я потом пришила эти 3 сантиметра сюда. А в этот край пришила вот обычный вот этот вот не расшитый кусочек. Теперь я буду сшивать между собой вот эти две части, разноцветную и вышитую. Вот так. Вот такое у меня получилось полотно после сшивания радужное. И я сначала вообще-то изначально, когда вышивала вот эту часть, я думала, что это будет сумка. Но потом я решила делать наволочку на подушку. У нее вот у этой заготовки сейчас вот в длину она 72 сантиметра, а в ширину 42. Я просто добавлю снизу и сверху полоски ткани, и у меня будет размер для наволочки 50 на 70. Я вырезала вот такой вот ткани по размеру своей заготовки, потому что я хочу сначала сшить между собой эти две нижнюю вот эту изнаночную заготовку, чтобы у меня в моей наволочке вот эти швы все были закрыты. Все прострочила зигзагом. Теперь у меня все мои швы и узелки после вышивки закрыты. И я могу уже шить наволочку. Я вырезала 2 куска ткани для того, чтобы вот заднюю сторону делать. И я вот так вот их заглаживаю, чтобы мне вот так вот их зашивать. Я вот здесь вот
прострочу в этом кусочке и в этом. Этот у меня коротенький, этот длинненький. Я буду делать наволочку с запахом. Я прострочила свои отрезки ткани, сделала у них край обработанный и сколола вот так вот, чтобы мне потом сшивать с передней лицевой стороной. С двух сторон сколола. По длине я сделала такого же размера, как и моя заготовка разноцветная, радужная. Получается вот так вот у меня сверху вот эта часть. Конечно, вот эту короткую часть надо снизу делать по-хорошему. Но у меня не хватает длины вот этой вот большого куска ткани для того, чтобы так сделать. Поэтому я делаю вот запах вот такой вот сверху. Короткая ткань, снизу более длинная. И теперь я складываю не лицом к лицу с моей заготовкой, а изнанкой к изнанке. Так вот. И строчить буду вот по лицевой стороне. С обеих сторон у меня и снизу, и сверху лицевая сторона. И по всему периметру я прострочу. Сколола все булавочками, прострочила. Теперь снимаю булавки и выворачиваю. Перед тем, как выворачивать, надо сначала обрезать уголочки. Так, чтобы у нас потом это все не мешалось. После того, как вывернули, хорошенько расправляем все швы. И даже можно их прогладить. Нам надо будет сшить, теперь вот отступив вот на ширину шва, который там внутри у меня. Закрывать. Потому что я подумала, ну не у всех же есть оверлок. И, соответственно, швы надо, чтобы нитки не сыпались. Поэтому есть вот такой вот специальный постельный шов для постельного белья, которым можно вот так вот закрыть. Расправляем хорошенечко все швы. И вот прям вот можно почувствовать вот здесь вот шов, который внутри. Вот на эту ширину мы будем прошивать. Он прям чувствуется. Поэтому хорошенько все расправляем. И после того, как все расправили, хорошенько прогладили все шовчики, после этого вот на сантиметр от края шьем, чтобы закрыть тот шов, который у нас внутри. Опять шьем прямо по всему периметру. Прострочила по всему периметру и выворачиваю свою наволочку. Расправляем уголочки. Здесь все выправляем. Тут бывает, что в шве немножко нитки видны, но их можно уже легко обрезать. Они уже нам не помешают. Девочки, ну круто же получилось. Смотрите, какая неземная красота. Я уже вложила подушку в наволочку. И вообще мне очень... Ну, если вы заметили, мне вообще все время все нравится, что я делаю своими руками. Во-первых, удовольствие от того, что делала что-то. А во-вторых, получилась из ничего прекрасная вещь. Представьте, какие счастливые сны должны сниться человеку, который будет спать на такой прекрасной подушке, с такой прекрасной наволочкой. Просто счастливые, прекрасные сны. Мне очень нравится. Я прям вообще в восторге. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии. И спасибо всем, кто досмотрел до конца.